В этом видео мы узнаем, как готовят японский рамен в Южной Корее. Японский суп с лапшой популярен и известен во всем мире, и Корея не стала в этом плане исключением. Если прогуляться по улицам Сеула, то можно встретить много заведений, в которых готовят японский рамен, и сегодня мы посетим одно из таких мест и попробуем это легендарное блюдо. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Foodcore. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. В данный момент мы находимся в районе Каннам. Это такой большой бизнес-центр, где все дорого-богато. Здесь очень много крутых и дорогих автомобилей. Живут здесь в основном знаменитости, а также бизнесмены. Но это все не важно. Вы наверняка этот район знаете по знаменитой песне Gangnam Style, которую написал и исполнил корейский популярный певец под псевдонимом Psy. И сейчас мы направляемся в одно очень уютное кафе, где как раз таки готовят этот японский рамен. И это место мне порекомендовал мой друг Марк, который сейчас находится за камерой. Он раньше работал в этом районе, часто там обедал, и мне все уши просто прожужжал про это место. Собственно, мы сейчас зайдем и все это дело протестируем. Здесь, как и во многих заведениях, стоит вот такое электронное меню, через которое вы можете заказать, не контактируя непосредственно с продавцом. И это на самом деле в какой-то степени удобно, потому что если вы не знаете корейский, то вам просто будет, наверное, сложно. Тут, кстати говоря, не все говорят по-английски. Но единственное, что меню тоже на корейском, но из-за того, что здесь такие достаточно яркие и сочные картинки, вы наверняка разберетесь, как и что заказать и как это дело оплатить. Обратите внимание, два вида рамена здесь. Один такой классический тонкотсу рамен, а это называется пута рамен. И здесь, кстати говоря, он сделан немножко на другом бульоне, он более легкий, я так понимаю, он, скорее всего, тут куриный. Что еще здесь у нас есть? Напитки. О, кстати говоря, интересно, что здесь именно японские напитки, а именно саке есть, а также японское пиво. Ну, здесь все стандартно. И здесь вы можете еще заказать топпинги. Ну, топпинги вы можете заказать тогда, когда, допустим, выбираете конкретный рамен. Я закажу себе тонкотсу рамен. Вообще, на самом деле, я сразу закажу два блюда. И я думаю, что я сегодня очень уеду отсюда сытым. Мне, конечно же, Марк поможет. Но давайте. Тонкотсу рамен конкретно с чесночком. Я смотрю, здесь топпинги нормальные. В принципе, два больших куска свинины, еще яичко идет, поэтому я, наверное, не буду ничего дополнительно заказывать к нему. И второй рамен закажу с более легким бульоном. Но я смотрю, что здесь чащу идет более такое, ну, на картинке, по крайней мере, кажется, что оно более лайтовое. Поэтому я не буду заказывать дополнительное, потому что на картинке, где вы можете заказать дополнительную порцию, оно кажется более жирным. Посмотрим просто в таком стоковом варианте, чем они кардинально отличаются. Что пить будем? Хочешь попробовать картофельное соджу? Оно японское, кстати. Или возьмем саке. Я просто хочу и то попробовать, но у меня есть переживание, что если мы возьмем это все, и мы просто отсюда на рогах уйдем потом. Нам осталось дождаться совсем чуть-чуть, и будем есть. Я в предвкушении. А еще мне нравится место. Здесь так, знаете, уютненько, очень приятный свет, ну, естественно, запах классный. Так что мне очень здесь нравится. Я, к сожалению, еще не был в Японии, но я уверен, что здешний именно дизайн места, он как раз вдохновлен дизайном классических раменных Японии. Здесь, кстати, помимо воды еще можно налить себе вот такой вот зеленый чай. Обратите внимание. Я на самом деле привык уже, что везде в Корее просто вам предлагают воду перед тем, как вы начинаете трапезу. Но зеленый чай я очень люблю, поэтому я не откажусь. Я думал, что это какой-то японский зеленый чай, но судя по этикетке, это хёнминок-чай, это непосредственно корейский чай. Вот. А еще знаете, что здесь очень часто в некоторых заведениях можно встретить такой чай, как порича, это ячменный чай. Считается, что когда вы его выпиваете перед трапезой, у вас потом более, так скажем,
улучшаются все ваши пищеварительные процессы, и, собственно, еда лучше усваивается. Поэтому имейте в виду, если вдруг увидите где-нибудь ячменный чай, обязательно попробуйте. Я не знаю, как его готовят в разных странах, но в Корее он очень вкусный, мне нравится. О, вот это большая бутылка, ребят. Мы заказали себе японское саке, и смотрите, из какой бутылки он нам наливает. И обратите внимание, как он наливает. Можно сказать, с горочкой до краев. И это очень интересно, необычно. Мне нравится такая подача. Мне нравится тара, и мне нравится объем. Я думал, что там будет рюмочка, а оказалось тут целый стакан. Ставьте лайки, друзья, если пробовали японское саке. Я один раз пробовал японское саке на Сахалине, меня друзья угощали, но мне тогда оно не особо понравилось. Но здесь по аромату, я чувствую, что мне понравится. Друзья, вот нам и подали два очень красивых рамена, они действительно выглядят потрясающе. И я вижу, что здесь из топпингов помимо яйца и свинины лежит еще большой такой кусок бамбука. Лапша выглядит идеально, невероятный просто здесь бульон какой-то. Пахнет тоже невероятно, и пока он горячий, надо его есть. Как говорят японцы, важно съесть рамен тогда, когда он еще горячий. Давайте начнем с того, который сделан с более плотным бульоном и непосредственно у которого есть вкус чесночка. Местный владелец очень сильно заморачивается, когда укладывает все компоненты этого рамена, и это выглядит потом невероятно красиво. Я не думаю, что он только ради нас постарался, потому что тут сидели другие ребята, и у них тоже потрясающе выглядели эти тарелки. В общем, давайте пробовать, мне уже не терпится. Давайте начнем сразу с бульончика. Бульон действительно очень плотный, у него такая достаточно жирная консистенция, поэтому я думаю, здесь очень много вкуса. Очень вкусный, насыщенный. Я даже не знаю, с чем сравнить. Здесь есть и дымок, характерный вкус, аромат чеснока. Это невероятно. Давайте попробуем лапшу, потому что есть, знаете, два типа людей, которые считают, что в рамене важен бульон, а другой тип людей считает, что важна именно лапша. Над лапшой, кстати, тоже очень сильно заморачиваются, когда готовят рамен, поэтому вы не думайте, что можно брать любую. Желательно брать специальную. Ой, лапша тут такая прям упругая. Чувствуется, что она немного альденте, собственно, как я люблю. И, кстати, нормальный рамен всегда так и готовят, что она немножко альденте. Поэтому и надо его сразу есть, чтобы лапша не разбухла. Такая классная жевательная текстура. Она, знаете, не такая, как во многих кукси, либо там в супе с лапшой, неважно. Она не слизкая, она не скользкая, она именно жевательная. Блин, это круто. А теперь давайте попробуем лапшу с топпингами. А именно конкретно вот это вот свинина чащу. Не знаю, как вы, а я свинину люблю. Я знаете, как я сейчас буду есть? Я возьму вот так свинину и сразу лапшичку. Вот таким вот образом. Мне кажется, так сейчас будет максимально вкусно. Невероятно. Ну и надо попробовать яичко. Яйцо тоже мариновано, но как-то по-особому. У меня на канале есть рецепт вот этих маринованных яиц, но я их готовлю по-другому. У меня привкус такой, знаете, есть нотки сладости. А здесь прям, блин, я даже не знаю, как описать. Здесь прям очень сильно заморачивается. Я не удивлен, на самом деле, у этого заведения очень высокие оценки именно по вкусу еды. Там, знаете, распределяется вкус еды, интерьер там и так далее. И вот вкус еды там просто зашкаливающие оценки. Я вообще не удивлен.
Друзья, раз у нас сегодня съемки в этом районе, то давайте я немного подробнее расскажу об этом месте. Каннам — это один из самых густонаселенных и богатых районов города Сеул. И, знаете, по своей сути, это просто огромный бизнес-центр, в котором сосредоточено более половины всего инвестиционного и стартап-капитала Южной Кореи. Многие из вас этот район знают как Гангнам, и это неправильное произношение, основанное на английской транслитерации, в которой есть буква G в начале и в середине. Правильное же произношение именно Каннам, где ударение идет именно на второй слог «нам». Изначально Каннам был небольшой и бедной деревушкой, которую было решено превратить вот в такой вот деловой центр. И на сегодняшний день это, наверное, самый процветающий район во всей Корее. На этом районе огромное количество пятизвездочных отелей. Здесь находятся все головные офисы самых крупных корпораций Южной Кореи. У компании Samsung здесь даже есть своя улица и своя станция метро, представляете? Ну и, конечно же, в этом районе находятся все самые дорогие бары, ночные клубы, рестораны. И живут здесь в основном богатые, успешные люди, знаменитости, ну и, конечно же, бизнесмены, в том числе и иностранные. В этом районе есть и свои достопримечательности, а именно статуи, которые посвящены знаменитой песне Gangnam Style популярного корейского исполнителя под псевдонимом Psy, который, собственно, и прославил этот район на весь мир. Конечно же, район Апкуджон, здесь очень миленько, здесь очень красивенько, но имейте в виду, это самый дорогой район самого дорогого района в Сеуле. Ну и, конечно же, это торгово-выставочный комплекс под названием Коэкс, где вы можете пошопиться, сделать модные красивые фотографии для своих соцсетей, сходить на автограф-сессию какого-нибудь известного кей-поп-артиста, ну и просто хорошо провести время. Друзья, ну если хотите мое мнение, то скажу вам следующее. Если вы собрались на этот район и не готовы потратить достаточно приличную сумму денег, то и делать здесь особо нечего. Я готов вам порекомендовать посещение непосредственно торгово-выставочный комплекс Коэкс, а также сделать памятные фотографии рядом со статуями Gangnam Style, но по сути дела это все. Давайте попробуем второй рамен, который более легкий. И, собственно, это, кстати говоря, и видно, потому что бульон здесь практически прозрачный. Я так полагаю, что он сварен на основе именно курицы. Я, конечно, немножко расстроюсь, если это просто куриный бульон, без, так скажем, особенных каких-то вкусовых добавок. Пока что мне очень нравится. Тот рамен, который я попробовал первый, он просто выше всяких похвал. Итак, начинаем с бульончика. Бульон здесь вообще непростой. Я чувствую здесь во вкусе хондаши. Это такая приправа, которая делается на основе сушеного, копченого, по-моему, копченого тунца. И это специфический такой, знаете, рыбный привкус, но который не создает вкус именно рыбного бульона. Он отлично обычно дополняет основной вкус и усиливает его. И здесь это прям чувствуется. Не, знаете, еще есть ощущение, а я даже, наверное, это не ощущение, это, наверное, правда. Здесь даже сама вот эта свинина, которая идет в качестве топпинга, она другая. Вот давайте сравним. Здесь она, смотрите, какая более светлая, более такая лайтовая тоже. Я так понимаю, она даже толком не мариновалась, а просто сварена. И выглядит как что-то такое, знаете, диетическое. А если мы берем вот эту свининку в сравнении, обратите внимание, она такая более темненькая. И здесь у нее вот такая вот тоже темная корочка. Они очень разные, думаю, по вкусу. И сейчас мы это проверим. Я был прав. Она, кстати, не маринованная, как та. А вот это у нас что у нас на боку? Вот это вот паста, которую нам положили на край тарелки. Это тоже какой-то чеснок, но он приготовлен как-то очень интересно. Я не думаю, что нам шеф-повар расскажет секрет. А еще он остренький. Чувствуется, что здесь есть имбирь. Я думаю, это надо, знаете, вот так сделать. И перемешать в бульоне. Мне кажется, в любой бульон, даже в борщ, если добавить, будет тоже вкуснее. Появился очень тонкий оттенок чесночный. Но он очень тонкий, он не перебивает основной вкус. Но реально стало лучше. Лапша здесь вообще по-другому раскрывается. Именно за счет вкуса бульона она кажется вообще другой. Знаете, вот эта очень классная жевательная текстура, она, как ни странно, тоже создает вкус. Ну, то есть я к тому, что когда вы едите это с бульоном, это так интересно сочетается, что в итоге вы как будто жуете бульон. Марк, хорошее место ты мне посоветовал.
Я плохие не советую. Я не уверен, что я буду часто ездить на Каннам, потому что я живу достаточно далеко отсюда ради этого рамена. Но если я буду на Каннаме, я не буду упускать возможности сюда зайти. Мне очень нравится. Если говорить, что мне понравилось больше, то мне понравился больше тот рамен, который более насыщенный, с более плотным бульоном и вот с этой вот маринованной свининой. Он, на мой взгляд, вкуснее. Но это тоже прикольно. Если вы на диете, не дай бог, если вы на диете, то вот этот рамен, наверное, для вас. Но если вы именно идете за вкусом, то вам нужно заказывать тонкоцу рамен и заказывать его с дополнительной чесночной заправкой. И знаете, на столе еще вот такая штука стоит. Я не знаю, что это, но выглядит очень интересно. Я так понимаю, это можно добавить в рамен. Давайте добавим и попробуем. Выглядит как какие-то маринованные овощи. И, судя по всему, это какая-то зелень вместе с какими-то... Я как не знаю, это называется. Да, похоже на какой-то панчан. Здесь вот просто какая-то зелень видна, лепестки и какие-то корнеплоды. В общем, сейчас попробуем. Может быть, это действительно придает сразу плюс 100 ко вкусу. Кисленько, мне очень нравится. Знаете, добавляет какую-то свежесть во вкус. Жалко, что я сразу ее не увидел. Время попробовать саке. Смотрите, как мне ее налили. Тут прям все плещется. И специально поставили вот такую дополнительную ванночку, чтобы это все не проливалось. Марк, нам надо бы с тобой это выпить, но так как ты держишь камеру, я буду это делать один, а потом мы с тобой это допьем. Блин, оно, знаете, проливается, но проливается в эту ванночку, и, блин, это забавно. Помните, я говорил, что мне в прошлый раз не понравилось саке? Знаете почему? Потому что оно почему-то было по вкусу похоже на текилу, а я терпеть не могу текилу. А здесь достаточно мягкий вкус и очень приятный. Это очень хорошо. Очень мягенько, немножко сладенько. И нету, знаете, вот этого вкуса спиртяги, в общем. Прекрасно. Но за вот эти вот 100 миллилитров я заплатил 3500 вон. 250 рублей я заплатил вот за такой вот стакан. Мне кажется, это недорого. Потому что если прийти в какой-нибудь бар, неважно, где вы живете, в Москве, либо в Хабаровске, Владивостоке, в Красноярске, мне кажется, такой стакан, именно такого достаточно редкого вида алкогольного напитка, наверное, вы заплатите больше. Я почти все доел. Знаете, ребят, очень на самом деле сытно. На первый взгляд кажется, что тарелка небольшая, что порция небольшая. Но, вот съев сейчас всю лапшу, вот эту свинину и яйцо, я прям чувствую, как насыщение меня очень быстро и сильно настигает. Поэтому, если вдруг вы как-то окажетесь в этом месте, имейте в виду, не обязательно заказывать дополнительные топпинги. Я прям уверен, вы наедитесь вот этой порцией. Также я посмотрел, как этот рамен собирают. Во-первых, мне дали теплую тарелку, точнее ее подогрели. После этого добавили ароматическое масло, потом добавили тари. Это такой, знаете, соус на основе соевого соуса. И сверху влили бульон уже. И добавили лапшу и уже топпинги, а именно свинину чащу и непосредственно вот эти вот маринованные яйца. Ну и, конечно же, тут еще бамбук и вот это вот листья нори. Все сделано прям очень правильно. И это получается очень вкусно. Я тоже умею готовить японский рамен. Я, конечно, не так заморачиваюсь. У меня по вкусу примерно выходит плюс-минус такой же, но почему-то не так утонченно. Я думаю, что здесь есть особые секреты у здешнего заведения, у здешнего повара, который также является владельцем. Он очень приветливый и общительный. Я надеюсь, у нас сейчас получится взять у него небольшое интервью, где он нам и расскажет о том, насколько популярна японская еда, в принципе, в Корее, и насколько популярен именно рамен. Потому что кому, как не ему, знать, сколько людей здесь любят это знаменитое японское блюдо, потому что он сам является владельцем заведения, где это блюдо подают. Популярна ли в Южной Корее японская кухня? Я думаю, да, потому что мои коллеги и я весьма подняли спрос на японскую кухню. Японский рамен сильно популярен в Корее. В последнее время появилось достаточно много качественных ресторанов, где готовят рамен. Я думаю, здесь достаточно много любителей этого блюда. Что, на ваш взгляд, важнее в рамене? Бульон или лапша? Конечно же, все это очень важно, но так как у меня классический стиль приготовления, для меня важен больше процесс готовки бульона, чем лапши, так как бульон требует больше внимания и времени. Спасибо вам большое.
Это что было? Это сейчас были эмоции отвращения или все-таки восторга? Это был косплей на одного блогера. Кали Массал. Кали Массала. Да, очень крутой чувак, очень круто передает эмоции, хоть и, ну, как бы, немножечко чересчур, но все-таки. Вот этот рамен, я его ел, получается, практически каждый день, когда вот после того, как я первый раз попробовал его здесь. Я тут офис у нас вот буквально в метрах 20. Мне, получается, другой друг мне посоветовал. Говорит, пойдем попробуем японский рамен. Ну, окей. Попробовали, я такой, а завтра мы пойдем? А послезавтра мы пойдем. В итоге мы так неделю ели его. Ну, естественно, он поднаел потом, но рамен здесь просто офигенный. Я пробовал японский рамен вот с тобой в Таиланде, да, я пробовал на Хонде здесь. Но вот это самый крутой, то есть остальные, они тихо курят в сторонке. Ну, это вот это реально чистая правда. Я думаю, что мы еще сходим с тобой в какие-нибудь заведения и попробуем в других местах. Ты опять меня снимал близко на широкий угол, мне там лицо так раздуло. Нет, я снимал тебя нормально. Ну-ка, покажи. И мы, короче, не удержались с Марком, мы заказали соджу из Когумы, она так и называется, Когума соджу. И знаете, что самое интересное, что это чисто японский напиток, его именно произвели в Японии. И я был этому удивлен, потому что я думал, что они там пьют саке. Смотрите, какая красивая бутылочка. Мне, например, очень нравится, как это выглядит. Налили нам в специальный стаканчик вместе со льдом. Сказали, можно выпить как шот, а можно выпить именно со льдом. И говорит, со льдом просто идеально получается. Собственно, мы сейчас это и проверим. Пахнет нереально. Уже, кстати, темнеет на улице. Мы начали снимать в обед, да, по-моему? Мне кажется, у нас сегодня здесь весь вечер и пройдет. Ну давай, Марк, попробуем. Как ни странно, вот этот уже немножко, чувствуешь, горчит, да? Хотя вроде и сладкого картофеля. Ну, бодрит, я бы сказал. Бодрит, да. На самом деле вкус очень интересный. Я даже не знаю, с чем сравнить. Но чувствуется, что это именно японский напиток, потому что есть вот этот характерный алкогольный вкус. Мне, кстати говоря, из-за этого в прошлый раз не понравилось саке. Но этот напиток, он больше какой-то дает мягкость, что ли, наверное, из-за того, что он все-таки сделан из батата. В общем, однозначно, это очень интересно. Скажу честно, я не оценил по достоинству, но, тем не менее, владелец сказал, это лучший напиток в его заведении, поэтому он порекомендовал. Он сам лично любит его и специально заказывает из Японии. Стоит он, кстати, недешево. За саке мы тогда отдали 3500 вон, а за вот этот шот мы отдали 5000 вон. Ну, что говорит о том, что этот напиток редкий и, видать, какой-то особенный. Но мне понравился предыдущий больше. Что скажешь? Тут не надо ничего говорить. Ну, слушай, мне вот на самом деле вот этот больше понравился, потому что первый, который мы пробовали, он каким-то вином отдает, да? Ну, похож на кстати, немножко на винцо. А здесь прям какой-то, не знаю, японский ли это привкус, либо не японский, но ну, я верю твоему опыту, верю как бы владельцу и думаю, да, это реально японский вкус. Ну, поеду в Японию, короче, точно узнаю. Но мне, короче, он вкатил. Не знаю почему, я не спец объяснять, но такой аутентичный вкус, очень прикольный, уникальный. Знаете, почему я до сих пор в Японии не был? Потому что Марк все никак не может собраться с силами и поехать вместе со мной. Че? Друзья, это было очень вкусно, очень сытно. Мне очень понравилось данное заведение. Оно такое, знаете, уютное, приятное, тихое, спокойное. И сам владелец очень классный парень, мы с ним достаточно интересно поболтали, он мне много чего рассказал, например, о том, что он часто ездил в Японию, где, собственно, и обучался своему ремеслу. И я думаю, именно по этой причине его рамен такой вкусный. В меню данного заведения всего лишь 2 блюда, и знаете, я думаю, что это тоже один из факторов того, почему эти рамены получаются невероятно вкусными. Потому что шеф-повар просто не распыляет свое внимание на какие-то другие позиции и, соответственно, сосредоточен на качестве именно этих 2 основных блюд. Если подводить итог, то мне больше всего понравился классический тонкоцу рамен, в котором плотный бульон и дополнительная заправка из чеснока. Он просто насыщен вкусом, и когда вы его едите, вас переполняет эмоции. По крайней мере, именно это я ощущал, и я просто в восторге. Если говорить про второй вид рамена, а именно с более легким бульоном, то он тоже потрясающий. Да и вообще, на самом деле,
владелец видно, что сильно заморачивается над балансом вкуса, потому что даже для такого легкого бульона он добавляет вроде те же самые топпинги, но готовит их по-другому. Для тех, кто планирует поездку в Корею и конкретно хочет побывать некоторое время в Сеуле, я оставлю для вас адрес в описании под этим видео. Если вдруг выдастся время, обязательно посетите его и попробуйте этот рамен. Ну, а я надеюсь, что видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну, а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр, и увидимся в новых роликах. Всем пока!